Отказ исполнить приказ Зеленского. Новый скандал в центре внимания Львов. Что на этот раз? Экстренное заседание на Банковой. Зеленский срочно созвал военных. Устранение президента. Кто хочет мести? Киев атакован. Крупнейшая атака. Войска попали в очередную засаду. Захват в плен солдат РФ. Первые потери. Президента отправили в отставку. Страна теряет главу государства. Новый поворот. Катастрофа в Подмосковье и массовый налет на столицу. Россия ликвидирует последствия удара ВСУ во благо граждан. Почему в РФ называют подобные удары полезными? Захвачены документы президента, главе государства поставлен ультиматум, что могут слить в сеть. Военные казармы уничтожены, ликвидация американских военнослужащих, взрывы в Германии и эвакуация населения, а также политическая буря из-за рождения ребенка у пары немецких геев, соратников Мерца. Всем привет, друзья! Это «Время Прядко», 19 июля на календаре. Давайте начнем. Отказ исполнить приказ Зеленского. Новое нападение военкомов, несмотря на недавнее требование президента уничтожить позорные моменты буссификации. Во Львове новый скандал. Кадры мобилизации облетели сеть. На видео мужчину люди в форме бьют ногами и силой затаскивают в микроавтобус. Все происходит на глазах у полицейского. Официально подтверждено, инцидент произошел во время оповещения. И так в Украине называют вручение повесток. В полиции сообщили о конфликте между 34-летним местным жителем и сотрудниками ТЦК. После огласки военкомат уверяет, назначил служебную проверку. Полиция открыла уголовное производство. В ТЦК призвали не делать выводов до конца проверки. Новый виток конфликта и захват российских военных в плен. Африканский корпус в Мали, подчиняющийся Минобороны РФ, и вооруженные силы Мали понесли новые потери. Накануне их совместная автоколонна угодила в засаду, устроенную туарегами-повстанцами и их союзниками в районе города Табричат. В ходе ожесточенного боя множество малийских военнослужащих были убиты. Часть бойцов вместе с техникой попали в плен. В сети опубликованы кадры, как военных с поднятыми руками сопровождают сепаратисты Мали. Президент заявил об отставке и записал видеообращение к нации. Лидер Венгрии Тамаш Шуяк подписал поправку к Конституции, которая предусматривает его собственное отстранение от власти. Напомню, изменения в основной закон инициировал премьер Мадьяр. Так он борется со сторонниками Орбана во власти. Нового президента выберут в течение 30 дней. Обращаясь к народу, Шуяк назвал поправку переломным моментом для венгерской демократии и возложил всю ответственность за ее последствия на правительство Мадьяра. Отмечу, данная поправка предусматривает не только прекращение полномочий президента, своих должностей также лишатся глава Конституционного суда и судьи Конституционного суда старше 70 лет. Катастрофа в Подмосковье. В России ликвидируют последствия масштабного пожара, который накануне было видно из космоса. Удар ВСУ по складам популярного в России маркетплейса Wildberries в Котовске Тамбовской области и Подмосковье парализовал логистику компании, уничтожив 350 тысяч квадратных метров площадей. Как сообщают Россми, ущерб оценивается в 50 миллиардов рублей, более 600 миллионов долларов. Одна из обсуждаемых тем – продавцы могут остаться ни с чем. По новой оферте, которой Marketplace подсунул продавцам буквально за пару недель до этого прилета, он снял с себя ответственность за форс-мажоры. Украина намекает, удары продолжатся, а Wildberries стал военной целью, поскольку в РФ использовали его как площадку для обхода санкций, закупая через ВБ комплектующие для дронов и навигации. Отмечу, российские Z-блогеры подтвердили, что на маркетплейсе действительно открыто продавались тепловизоры, РЭП, детекторы беспилотников и оптоволоконные катушки. Следственный комитет России возбудил уголовные дела о терактах в связи с атаками украинских беспилотников на склады Wildberries в Котовске Тамбовской области и Электростали Московской области. Но самой обсуждаемой в контексте атаки стала огромная туча над Подмосковьем, которая появилась после дроновой атаки на склад. Дым от горящих объектов в Московской области был виден за десятки километров. В это же время компания, которая мониторит качество воздуха в Московской области, заверила граждан РФ: «Дышите спокойно, воздух чист».
С точки зрения ущерба для России в целом, такие удары даже плюс для страны. Так уже считает популярный в России Z-блогер Юрий Подоляка. Накануне он выпустил видео, которое завирусилось в сети, объяснив, что теперь война пришла во многие семьи, а поэтому россияне будут точить зуб не на ПВО и власть, а на украинцев, которые перенесли войну на территории РФ, и как следствие поддерживать военные действия. Специально сегодня общался с людьми, которые, знаете, не наших взглядов, а таких либеральных взглядов, которые критически относились к специальной военной операции, которые говорили, ну зачем мы это начали. И вот после сегодняшнего удара по Вальбересу, когда мы пообщались, говорю, ну что ваша первая мысль, когда вы не получите свой товар и вам не отдадут за него деньги? Что вы, вот первая ваша реакция? Первая реакция, потому что мы тут типа ни при чем, зачем вы бьете по этим объектам? Напомню, в результате атаки ВСУ на крупнейшие склады ВБ в Подмосковье и Тамбовской области погибли 8 человек, более 80 пострадали. Компания пообещала выплатить по 2 миллиона рублей семьям погибших работников складов. Ликвидация и устранение Зеленского. Новая миссия Москвы. В России после удара по Вайлдберрис призвали вынести приговор Зеленскому и ликвидировать посредством ударов по центрам принятия решений, в частности по Банковой. Такие призывы прозвучали в Госдуме. Это слова депутата Журавлева. И в ночь на 19 июля Россия совершила крупнейший удар по украинской столице из Курской и Брянской областей, баллистикой и гиперзвуковыми цирконами. Минимум 35 ракет за полчаса. Мониторинговые паблики писали о больших потерях. На правом и левом берегу значительные прилеты, несмотря на работу ПВО. В городе разрушения и пожары, в том числе в жилом секторе, многоэтажных домах. В Роспабликах эту атаку уже назвали ударом возмездия и ответом Путина Зеленскому. Рекордный налет на столицу. Москва под прицелом дронов. ВСУ направили в московский регион почти 1900 беспилотников. В среднем выходит по 12 дронов каждый час без передышки всю неделю. Цифры приводит мэр Собянин, который обнародовал и карты полетов БПЛА. На ней указано, с какого направления и куда долетают беспилотники. И это лишь те, что целенаправленно двигались к Москве. Собянин уверяет, что большая часть перехвачена на дальних подступах, но более 200 дронов ПВО пришлось сбивать уже у самой Москвы. Пик пришелся на минувшую ночь. На регион шло практически 400 БПЛА. Украина на пороге крупнейшего кризиса в военном руководстве страны с начала президентства Зеленского. Так о событиях в Киеве пишет Financial Times. Издание уточняет, Зеленский готов к уступкам и, вероятно, выполнит требования протестующих. Он может отправить в отставку главкома ВСУ Сырского, которого некоторые военные называют мясником, как военного старой еще советской закалки, готового нести большие потери ради достижения военных целей, говорится в материале. На фоне протестов во многих городах страны Зеленский экстренно созвал военных, на Банковой уже несколько дней проходят совещания, на онлайн и офлайн встречах. Генералы обсуждают с Зеленским ситуацию на фронте и не только. Financial Times пишет, Зеленский собрал высшее командование, чтобы провести собеседование с возможными преемниками Сырского, которого требует снести и народ, и экс-министр обороны Федоров, из-за отставки которого Украина и столкнулась с новым кризисом. Напомню, взгляды Сырского и Федорова на войну кардинально расходились. Федоров выступал за ставку на беспилотники и новые технологии, тогда как Сырский придерживался традиционной тактики с упором на пехоту и артиллерию. Источник утверждает, что Зеленский готов снять Сырского с должности, если найдет командующего, который сможет обеспечить плавную передачу полномочий и при этом сохранить надежную оборону вдоль линии фронта протяженностью около 1200 километров. Часть украинского парламента тоже за отставку Сырского. Депутаты обратились к Зеленскому и зарегистрировали запрос об увольнении главкома ВСУ. Об этом сообщил нардеп Железняк в своем телеграм-канале. Чтобы документ положили на стол президента, его должны подписать не менее 226 парламентариев. Железняк предполагает, что голоса будут до ближайшего понедельника. Также в депутатском запросе предлагается сразу назначить нового главкома. Рассмотреть вопрос о назначении нового главнокомандующего вооруженными силами Украины на основе критериев профессиональной эффективности и ориентации на измеримый технологический результат. Отмечу, в Киеве протесты не утихают, наоборот, количество протестующих увеличивается. Требования 2 – возвращение Федорова на должность и отставка Сырского. Один из протестов развернулся рядом с офисом Зеленского, фактически под окнами президента. Украинцы скандировали, цитирую, «Слуга народа, выйди к народу» и «Сырского вон».
В рядах ВСУ атмосфера также накаляется. Срочное обращение военных к народу цитируют украинские медиа. Представители ВСУ продолжают бунтовать онлайн, несмотря на давление сверху. Так, комбат «Волков да Винчи» Сергей Филимонов сообщил, что получил официальный выговор от Сырского за репост ссылки с брифинга Федорова. В Генштабе ВСУ выговор подтвердили, однако заявили, что он связан с другим инцидентом в подразделении Филимонова. Экс-советник уволенного министра обороны Стерненко утверждает, что командирам бригад спустили приказ записывать видео в поддержку Сырского, а военных, которые лично присоединились к протестам, задерживают, оформляют как нарушителей по статье СЗЧ и под угрозой отправки в дисциплинарные батальоны Скеля и Шквал переводят в другие части. Несмотря на это, в соцсетях Threads и Telegram нарастает волна постов от действующих бойцов с указанием званий и позывных. Они открыто требуют отставки Сырского, заявляя о провальных приказах, совковых методах управления и случаях отказа эвакуировать раненых с поля боя. Цитирую. «Под руководством Сырского армию разрушают изнутри, превращая ее в структуру, которая все больше напоминает ОПГ 90-х. Круговая порука, страх, насилие, сокрытие преступлений и полная безнаказанность руководства. Как только все утихнет, против военнослужащих, которые осмелились говорить, начнутся репрессии и настоящая охота на ведьм. Им грозит наказание от увольнения с должности до отправки в посадку в один конец. Сырский должен понести ответственность. Молчать сейчас значит оставить действующих военнослужащих один на один с этой системой». Отмечу, вечером в субботу Зеленский провел разговоры с Федоровым и Сырским, а после заявил, что решения по армии будут выработаны. При этом в сети уже пишут, что Федорова не вернут в кресло министра, но могут предложить стать координатором развития военных технологий, сообщило издание «Зеркало недели» со ссылкой на источники в Вашингтоне. Психоз сетей, больной культ личности. Протесты из-за отставки Федорова приняли пугающий оборот и переросли в массовое безумие. Так считает супруга экс-министра обороны Анастасия Федорова. Женщина заявила о формировании больного культа личности вокруг ее супруга. По ее словам, в соцсетях, особенно в Threads, дошло до абсурда. Пользователи массово используют ее семейные видео с мужем и дочерью, подставляя свои лица вместо нее и детально описывая интимные фантазии с чужим супругом. Анастасия подчеркнула, что общество погружается в массовую эйфорию, теряя здравый смысл, достоинство и самоуважение, и призвала не путать протест за справедливость с выбором партнера в Tinder. Мне страшно от этого психоза. Страшно жить в стране, где люди не могут остановиться на этапе благодарности за результат и достойной защиты справедливости, а начинают создавать больной культ личности. Хотя нет, не культ. Икону. Настоящую икону. Захвачены документы президента. Главе государства поставлен ультиматум: деньги до 6 часов вечера, или в сеть сольют все. Хакеры атаковали официальный ресурс президента Кении Уильяма Руто. Вместо государственного контента – оскорбления, обвинения и требования выкупа в 5 биткоинов. Это около $320 тысяч. Администрация подтвердила взлом изданию Kenyans. Вскоре сайт просто отключили. Главная интрига – что есть у хакеров Наруто и добрались ли они до внутренних баз. Власти молчат. Как и о том, собираются ли платить. Ближний Восток пылает. Новые атаки хоронят надежды на мир. Иран официально разорвал мирное соглашение с США. Ракеты летят по 4 странам. Удары по Ирану, Иорданию, Кувейту и Бахрейну. США заявляют, что били по Ирану 7 ночей подряд. Истребители, дроны и корабли атакуют военную инфраструктуру, заявляют об уничтожении арсеналов оружия и ударам по флоту. По данным иранских СМИ, в стране разрушены завод по опреснению воды и 2 моста. В ответ Тегеран бьет по всему региону. КСИР заявил, что накрыл американскую базу в Иордании. Уничтожены ангары, военные казармы и минимум 5 самолетов ВВС США. Америка подтвердила, погибли 2 американских военнослужащих, еще 1 пропал без вести. Удары пришлись и по 2 базам в Кувейте, где в казармах размещены американцы. Разбит также радар. Поврежден и один из важнейших нефтяных объектов Кувейта. Есть раненые, подтвердила государственная нефтяная корпорация. В Бахрейне под ударом аэродром с американскими самолетами и центры связи. Тегеран объявил, что соглашение о прекращении огня больше не действует. Вашингтон сам растоптал свои обязательства, заявил журналистам замглавы МИД Ирана.
Германия под прицелом. Введен особый режим. Власти заявляют об угрозе терактов по всей стране. Уровень опасности поднят до высокого. Цели не только инфраструктура, но и конкретные люди. О чрезвычайных мерах, на которые идут власти, заявил глава МВД Германии Александр Добринт. В интервью изданию Welt он уверяет, что планы нападений на страну очевидны. Совсем недавно спецслужбы предотвратили взрыв, его готовили завербованные помощники иностранных разведок. Теперь же Берлин срочно перестраивает систему безопасности. Уже этим летом правительство рассмотрит реформу. Разведка впервые получит право сама вмешиваться при угрозе, вплоть до обысков квартир, если полиция не успевает. Вот что сказал Добринт журналистам. Рост количества сообщений о разведывательных данных заставил меня повысить прежний абстрактный уровень угрозы до высокого. Это означает, что в Германии в любой момент следует ожидать риска терактов. И взрывы уже гремят в Германии, объявлена эвакуация населения. Причина – пожар посреди снарядов. Спасатели пока бессильны. Поднята авиация. В национальном парке размером с Мюнхен горит бывший советский военный полигон. Подойти к пламени невозможно. Земля начинена боеприпасами крупного калибра, и в огне они детонируют один за другим. Пламя пожирает парк Мюриц на северо-востоке страны. Уже почти неделю выгорело около 390 гектаров леса. В населенных пунктах рядом уже несколько раз объявили эвакуацию. Спасатели ставят водяные заслоны, с воздуха работают вертолеты Бундесвера. И уже к вечеру субботы огонь взяли в кольцо. Причина пожара пока неизвестна. Тушение продлится еще несколько дней, сообщают местные власти. Рождение ребенка у пары немецких геев вызвал политическую бурю. Громкая отставка верхушки немецкой политики. Соратник Мерца не выдержал критики. Глава фракции ХДС-ХСС в Бундестаге Йенс Шпан покидает пост. Об этом он сообщил однопартийцам в письме, которое оказалось в распоряжении Шпигель. Причина – суррогатное материнство. Шпан и его муж стали отцами. Ребенка для них выносила суррогатная мать в США. Но в Германии суррогатное материнство запрещено, а партия Шпана выступает против его легализации. Сам политик годами был противником таких схем. Однопартийцы обвинили его в двойных стандартах, и разгорелся скандал. По данным Шпигель, отставки Шпана потребовал и канцлер Фридрих Мерц. В прощальном письме политик признал: личное счастье, семья с мужем и отцовство несовместимо с его должностью. Вот что пишет издание, ознакомившись с письмом политика. Критика, или по крайней мере ее масштаб, очевидно застала Шпана врасплох. Противоречие между его личным решением завести ребенка с помощью суррогатной матери и ожиданиями от него как главы парламентской фракции оказалось серьезнее, чем он предполагал. В других выпусках также много ответов на вопросы и событий. Друзья, переходите, пожалуйста, на канал и смотрите. До встречи уже завтра.